Мясо по-монгольски. Только если вдруг у вас есть, ну мало ли чего, все бывает в жизни, если у вас есть книги по монгольской кухне, не ищите там этого рецепта. Это рецепт китайский. А если у вас есть книги по китайской кухне, то не ищите этот рецепт в китайских книгах. Вот если у вас есть книга о кухне китайцев в Америке, там да. Там все может быть. Да вот итальянцы тоже живут в Америке, да? И у них свои американо-итальянские блюда. Не такие, как в Италии. Сейчас в этой самой Америке и узбеки живут, и таджики живут, и я вам точно говорю, пройдет, не знаю, там 50 лет, 60 лет, и они начнут готовить какие-то свои, другие узбекские блюда. Обратите внимание, что я взял довольно приличное мясо. Это недорогое мясо с рынка, но я умею выбирать. Делился с вами знаниями. Пытался вас научить, как выбирать. Меня там и материли, и говорили, что я придумываю, что таких цен не бывает на самом деле, что это для тебя, перед камерой цену снизили. Ну, в общем, все как всегда. Ты хочешь людей научить хорошему, а получаешь по ушам. Вот и хорошо. Вот и ладно. Есть же у меня среди подписчиков умные люди. Вот для них, значит, все дальше. Смотрите, значит, мясо нарезаем тонкими ломтиками, и я даже стараюсь нарезать мясо по диагонали, чтобы эти ломтики были пошире, побольше. Если возьмете мясо, которое, там, не знаю, задние ноги и так далее, но оно попросту не успеет приготовиться в этом блюде. Поэтому надо брать мясо такое, как на бефстроганов, такое, как на стейки. Здесь у меня 600 граммов. Кусок был 750 грамм, но вот это я на стейк оставил. Мне нужно будет вечером, перед сном. Теперь все мясо необходимо посолить, перемешать и засыпать крахмалом, довольно основательным количеством крахмала. Используйте чистые руки для того, чтобы перемешать, для того, чтобы каждый кусочек мяса у вас был пересыпан крахмалом, чтобы каждый кусочек мяса готовился в результате по отдельности, а не одним комком. Теперь необходимо подготовить все остальное. Ну, во-первых, зеленый лук. Я вообще должен сказать, что китайская кухня, она всегда начинается с имбиря, чеснока, с острого перца чили и с лука. Но вот лук может быть как обычным репчатым, так и зеленым. Удивительно, да? Ничего страшного. Удивляйтесь, удивляйтесь. Вы в гостях у Сталика Ханкишиева. Ну, кто вот этих продавцов научил, что нужно обрезать белые части лука? Мне нужны были именно белые части лука для того, чтобы нарезать их вот такими мелкими колечками. Потому что зеленая часть лука имеет одни свойства, а вот тут ближе к корешкам у лука совершенно другие свойства. Ну ладно, какой есть, такой и есть. Вот этого вполне достаточно. Зеленую часть лука нарезаем уже покрупнее. Это то, что мы будем есть вместе с мясом. Вот этого достаточно. А к мелко нарезанному луку необходимо добавить давленный чеснок. Здесь 3-4 чайные ложки. Примерно столько же имбиря. И обязательно перец хлопьями. Я имею в виду острый чили перец. Я кладу вот столько. Вы можете положить столько, сколько вам надо. Без этого не будет вкусно. А вы добавьте столько, сколько хотите. Но без перца не будет вкусно. Почему проваливаются? Почему не имеют коммерческого успеха китайские рестораны здесь у нас в России? Ну, открываются, закрываются, открываются, закрываются. Дело в том, что если китайский ресторан открывается под руководством нашего российского ресторатора, российский ресторатор непременно лезет улучшать китайскую кухню. Он говорит: меньше перца, убери чеснок, не клади жир, жарь без масла. И получается то, что всегда. В 50 грамм воды я добавил 3/4 чашки, то есть где-то 150 грамм легкого соевого соуса. И здесь у меня еще 150 грамм сахара. Коричневого сахара, который надо перемешать и обязательно дать ему раствориться. Я хочу заметить, что готовится 6 порций.
И если 25 грамм сахара для вас смертельная доза, то туда вам и дорога. Потому что сейчас я собираюсь жарить мясо. И для того, чтобы правильно, по-китайски пожарить мясо, понадобится 600-700 грамм растительного масла. И да, я использую растительное масло повторно. Каждый раз я ему даю отстаиваться как следует. После этого переливаем в другую посуду, постоит, и все в порядке. Масло можно использовать несколько раз, тем более, что хорошее растительное масло стоит недешево. Масло я буду нагревать до 190 градусов. 185-190 градусов. При такой температуре мясо пожарится и получится очень правильным, хрустящим. Все. Температура масла 190 градусов, пора начинать жарить мясо. Здесь у меня 600 грамм мяса, я буду жарить 3 порциями, не меньше. Закладывайте аккуратно, закладывайте мясо в разные края вока. Здесь вот можно, конечно, использовать обычную кастрюлю, можно использовать и казан для обжарки мяса. Можно использовать фритюрницу, если у вас есть такая, очень полезная штука. Сейчас добавляем огонь на полный, потому что добавили холодное мясо. Масло остыло моментально. И смотрите, значит, если вы хотите, чтобы у вас мясо оставалось мягким, его достаточно пожарить 2,5 минуты. Если вы хотите, чтобы мясо получилось хрустящим, температура масла 190 градусов. Вот. Только если у вас есть термометр, только в этом случае имеет смысл называть, сколько минут жарить мясо. Если у вас нет термометра, жарьте сколько хотите. У вас все равно получится не то, что у меня. Но даже готовность мяса я сейчас оцениваю по термометру. Температура масла резко пошла вверх, значит, из мяса испарилась практически вся влага. И прекрасно выкладываем вот это подсушенное, наполовину хрустящее мясо на решеточку. Ну, конечно, можно выложить и на тарелку, на обычную. Вот та сторона мяса, которая будет лежать на тарелке, она-то у вас и отмокнет. Она-то у вас и получится, ну, в общем, не туда и не сюда. Понимаете? Мясо еще успеет отмокнуть. Успеет. Подождите, не торопитесь. Опа, уже снова 190 градусов. Ой, как жирно, ой, как много масла. Так и слышу я эти причитания. Конечно, конечно. Я заставлю выпить вас вот это раскаленное масло, да? Нет, это масло сливается. А на мясе, ну, налипнет там сколько-то масла. Но ровно столько же, сколько если бы я налил 1 миллиметр масла на сковородку. Но дело в том, что вот так пожарить мясо возможно только в большом количестве масла. Все. Температура масла снова нагрелась до 170 градусов. Вынимаем мясо. Ну а в вок наливаем уже другое масло. Значительно лучше по качеству то масло, которое, собственно говоря, мы и съедим. Сколько наливаем? Ну, я не знаю, может быть, 30-40 грамм. Этого более чем достаточно. Прямо сразу вот масло разогревается и опускаем в вок смесь из чеснока, имбиря, зеленого лука и перца чили. Жарить эту смесь необходимо не по минутам, не по секундам, а до тех пор, пока не запахнет очень вкусно. И ни в коем случае нельзя дать перегореть, испортить цвет перца чили. Я поэтому опустил перец в холодное масло. Еще раз размешиваем сахар, вливаем, ждем, когда это все закипит, и сахарный сироп затянется. Да-да, у нас сахарный сироп из соевого соуса, вот этого коричневого сахара, и соевый сироп, который украшен чесноком, имбирем, зеленым луком и красным перцем. Это вкусно. Должно получиться очень вкусно. Я первый раз готовлю это блюдо, но я знаю, что будет вкусно. Потому что китайцы очень не дураки вкусно поесть. Очень. Влейте раствор сахара в воде и соевом соусе, доведите до кипения и начинайте закладывать в этот самый сироп обжаренное мясо.
Перемешайте мясо, оно должно окунуться в этот сироп, в очень вкусную смесь. И теперь самое время добавить лук, зеленый лук. Где блюдо? Перемешайте зеленый лук с мясом, и лук должен, немножко убиться, перестать быть живым, но не переготовиться ни в коем случае. И мясо должно как следует окунуться в этот волшебный сироп. Я по профессии не повар. Я автор кулинарных книг. И это моя 11-я книга, самая новая из типографии. Давайте сначала рассмотрим обложку. Название «Земля, душа и еда татар» вполне отображают содержание книги. Обычно ведь на обложке полагается изображать, я не знаю, какую-то еду. А здесь ни одного блюда. Но зато здесь есть целых 2 QR-кода. Наводим камеру смартфона на QR-код, и открывается замечательный татарский танец. И не просто танец, а демонстрация самых главных, знаковых татарских блюд. Сметливым людям сразу должно быть понятно, что и все рецепты в этой книге тоже имеют QR-код. И в конце концов начинаем рассказ о татарском народе. Женщина, которой 83 года, из них 70 лет она готовит одно и то же, только катык. Знаете, что такое катык? Вот прочитаете книгу, узнаете. Здесь есть блюда, которые уже начали забываться в татарском народе. Благосостояние народа выросло, и поэтому люди перестали готовить некоторые, очень простые блюда. Но, тем не менее, они очень вкусные. И забывать их нельзя ни в коем случае, потому что это достояние татарского народа. А тем временем мы готовили чахчак. Чахчак – это настолько знаковое блюдо, что чахчак пришлось готовить дважды. Потому что в Татарстане все готовят чахчак по-разному. И рассказываем о чахчаке, который дома приготовить, например, невозможно. Но это то, что следует привезти из Татарстана. Потому что, прочитав эту книгу, вы рано или поздно захотите посетить Татарстан. И у вас возникнут вопросы, а что привезти из Татарстана? В книге об этом рассказано. Если уж что-то непонятно, у вас всегда есть QR-код. Конечно, рецепты, книга, вообще говоря, должна прежде всего вдохновлять людей. Вдохновлять на приготовление этих блюд. Для этого требуются вот такие фотографии. Каждую ниточку скатерти, каждую крошку сахара видно на наших фотографиях. Полюбуйтесь, какая фотография. Аппетитно? Захотелось? В книге более 70 рецептов. Очень много рассказов о специалитетах. Мы ездили по всему Татарстану со съемочной группой, с киносъемочной группой. Снимали что-то там, что-то снимали вот здесь. Ко мне приезжали вот сюда, вот прям сюда ко мне приезжала, там знаменитая татарская кулинар, которую зовут Резида Хусаинова. К нам приходили профессионалы, к нам приходили любители. Мы ездили по районам, бывали в селах, бывали в домах у сельских жителей Татарстана, которые готовили для нас вот эти замечательные блюда. В Татарстане очень многое готовят в печах. Точно так же, как вот в русской кухне. Абсолютно уверен, что эта книга понравится любому человеку, кому ее подарят. И эта книга станет украшением вашей домашней коллекции кулинарных книг. Она огромная по размерам, здесь 440 страниц. Бумагу мы выбрали самую лучшую, которую только возможно было вообще приобрести. Поторопитесь с заказами, дорогие друзья. Скоро новогодние праздники, да и дни рождения не кончаются. Да и вот подарок просто хорошему, дорогому человеку, такая книга, мне кажется, это хорошая идея. Успехов и приятного вам аппетита. Все, ребята, блюдо готово. Знали бы эти монголы, что про них говорят китайцы. Да знали бы эти французы, как наши домохозяйки готовят мясо по-французски. В общем, это настолько же монгольское блюдо, как мясо по-французски. Ну, знаете, вот эта шняга с майонезом, там сверху сыриком посыпать.
Уф, ужас какой. Но вот это-то, вот это будет сильно повкуснее, чем мясо по-французски. Это блюдо и даже имеет основание на то, чтобы я поднял его и пожелал вам приятного аппетита, дорогие друзья. Мясо по-монгольски.